Привет, друзья! К запеченной или жареной рыбе предлагаю кисло-пряный соус. Почему пряный? Досмотрите ролик до конца. Начну, как водится, с состава. Натуральный йогурт, укроп и кинза, ее можно заменить петрушкой, а лучше базиликом, 3 столовых ложки лимонного сока, 4 зубчика чеснока, 80 грамм твердого сыра, соль и перец по вкусу и еще один секретный ингредиент в конце. Из лимона не мытьем, так катанием забираю нужное мне количество сока. Как легко почистить чеснок, мои постоянные зрители наверняка уже знают из ролика. Подсказки вверху появятся для новых зрителей. Мелко нарезаю чеснок, хотя с таким же успехом можно использовать чеснокодавку. Мне же в соусе или в любом салате нравятся мелкие кусочки чеснока. Отправляю чеснок к лимонному соку и перемешиваю, чтобы он отдал ему часть своего вкуса. Своим новым зрителям предлагаю подписаться на канал, а чтобы не пропускать свежие рецепты, разрешите своим устройствам оповещать об их появлении. Добавляю чуточку соли. У укропа срезаю нижнюю грубую часть, а оставшиеся листочки мелко рублю ножом. Его тоже отправляю к лимону с чесноком. Если кинзу вы ничем другим не будете менять, то у него нижнюю часть веточек срезайте по минимуму, потому что там самый сильный вкус. Свяжет все ингредиенты и поможет перемешать их вкусы натуральный йогурт. Можно использовать любой, какой у вас есть под рукой. Сыр лучше натереть на мелкой или средней терке. Без смеси 5 перцев у меня ничего не обходится. А вот и секретный ингредиент – молотый мускатный орех, который и придаст соусу пряный аромат. Его нужно не более половины чайной ложки. Еще раз тщательно перемешиваю весь состав и выкладываю в соусницу для подачи на праздничный стол. Украсить можно листочками зелени и, например, ягодами калины. Ждите новых роликов, подписывайтесь и жмите на колокольчик, ставьте лайки и обязательно оставляйте внизу комментарии. Делитесь ссылкой на ролик со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока!